Меня зовут Игорь Порох, в эфире обзор финансовых рынков за 240 секунд. С нас контент, с вас лайк и подписка. Начнем мы. Важные новости будут у нас сегодня, 17:00 по киевскому времени. Выйдет информация касательно количества проданных существующих домов. Это будет 17:00, и вечером в 21:00 ФРС выступит с риторикой касательно процентной ставки доллара. Завтра осенний прогноз от Великобритании. И очень важный будет в 15:30, это базовые заказы на товары длительного пользования в США за месяц. Первичные заявки на пособие по безработице не сильно важно, запас сырой нефти тоже не сильно. Четверг будет у нас День благодарения, в Америке точнее. И в Японии День сотрудников будет. В пятницу сокращенный день до часу дня. ВВП за третий квартал по Германии. Осторожно, кто торгует евро-доллар, будьте внимательны. И индекс S&P тоже за ноябрь будет в пятницу. Так что не сильно много важных новостей будут, но они будут. Процентная ставка доллара будет 99,8%, что останется на прежнем уровне, 0,2%, что снизят на 25 базисных пунктов. Индекс Никей ожидаем снижения в сторону 32 720, потом возможен поход снова вверх в сторону 34 тысячи пунктов. Европа ожидается сейчас снижение в сторону $1332, потом возможно какое-то продолжение движения вверх как можно выше до конца этого года. Евро-доллар. Интересный паттерн, возможно додж, поэтому возможно рассматриваю какое-то снижение в сторону 1.086, может быть даже 1.08. Буду смотреть по ситуации, но пока смотрю по евро-доллару развороты снижения в данный диапазон. Дикси как раз таки дошел до уровня, который мы ожидали, 103.44. Возможно, немножечко ниже еще спустится, 102.52. Но в принципе с этого уровня может уже увидим какую-то откатную реакцию. Как только увидим откатную реакцию по индексу Dixie, я думаю, что S&P остановит свое движение вверх, и мы увидим коррекцию в сторону 44.20, и по NASDAQ будет какое-то коррекционное движение, как минимум перекрывать гэп 15546, может быть даже 15280. Капитализация криптовалютного рынка ожидается снижение в сторону 1.33, первая цель, вторая, третья, 1.27 и 1.22 триллиона долларов. Капитализация альткоинов также ожидается снижение. Видим, что приостанавливается движение, уже не так интенсивно растет актив. Пока что будет боковик, но в целом ожидает движение в сторону 375-370 миллиардов долларов. USDT. Продолжение бокового накопления. Жду пока что 30-я скользящая потянется как можно ближе к цене. Как только будет касание, первое касание будет 7 EMA, это тестироваться будет, и второе будет, скорее всего, с пробоем и с выходом вверх. И тогда можно будет спокойно шортить рынок, потому что цены будут падать, когда доминация USDT будет расти. Доминация биткоина по-прежнему смотрю в снижение. Первая цель 51.65, вторая цель будет 50% ровно. По биткоину, стоимость биткоина. Ожидается дальнейшая боковая проторговка. Пробой поддержки 36 тысяч долларов и снижение в сторону 32 тысяч долларов. По эфиру ожидается также боковая проторговка, возможно какое-то движение над 2000 долларов, но после пробоя 2000 долларов и закреп ниже 2000 долларов, поход в сторону 1850 долларов касательно эфира. Ну что ж, друзья, на этом буду заканчивать наш обзор. Обязательно подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе следующих выпусков новостей. С вами был Игорь Порох, всем желаю большого профита, попутного тренда, всем пока.